Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. Давайте сделаем с вами общий расклад на тему «Когда молчат оба». Имеется в виду вы и партнер. Вы молчите, он молчит. Что происходит, что будет происходить. У нас будет 3 позиции. Первая, вторая, третья. Кому нужно, ставьте на паузу, выбирайте свой вариант. Тайм-код будет указан в описании под видео. И начиная с первой позиции, с первого варианта, давайте посмотрим, что же происходит между вами, что будет происходить, как вообще развиваться будут события. И давайте посмотрим сначала, что вообще происходит между вами, какие сейчас энергии, какая атмосфера, что-то, может быть, произошло, что происходит сейчас. Первого варианта. Семерка жезлов. Выстраивание границ. Здесь молчите, потому что у каждого своя правда. И через это молчание вы выражаете давление друг на друга. Причем оба готовы сохранить эти отношения, оба готовы перейти на какую-то новую ступень, но вот у вас своя правда, у него своя. У вас давление, у него давление. Так, и здесь нужно отметить, что между вами может быть еще женская фигура. Жезловая королева, женщина, которая как-то активно себя проявляет. Каким-то образом это может быть женщина, которая пришла уже после вашего расставания, после вашего молчания. И из-за того, что она присутствует, здесь затягивается вот эта вот пауза, затягивается вот эта тишина между вами. Почему вы молчите? Давайте посмотрим. Почему вы молчите? Вы ничего не делаете. Так, ну, во-первых, у вас достаточно терпения, вы мудры, вам, возможно, есть что скрывать. Верховная жрица – это символ женщины, которая хранит тайну. Либо же вам невыгодно как-то сейчас вот именно активно себя проявлять. Но Верховная жрица и Иерофант, здесь еще может быть такое, что тайные отношения, и Иерофант – это символ официальных отношений, законного брака. Верховная жрица – это карта тайной женщины, поэтому здесь у многих треугольник. Причем треугольник может быть с разными гранями. Здесь у кого-то действительно, да, вы узнали о том, что есть вот эта жезловая королева, поэтому вы не спешите, вы подождете дальнейшего развития событий. По Иерофанту вы мудры, опять же, вы хитры, вы мудры, вы знаете, как лучше выстроить вот эту линию поведения. Да, и вы выжидаете момент, ваша позиция, она главенствующая тем, что вы молчите, тем, что вы выдерживаете эту паузу, вы сохраняете свое достоинство, вы подчиняете его себе. Вы на самом деле, вам удалось перетянуть одеяло на свою сторону. Вам удалось показать, что у вас терпения и сил достаточно для того, чтобы не ввязываться вот в эту гонку, так скажем, да, в это противостояние. А почему он молчит? Давайте посмотрим. Почему он молчит? Четверка жезлов. Но здесь на самом деле у большинства людей действительно треугольники и четверка жезлов, это, знаете, как карта семьи. Посмотрите, здесь в паре. И на самом деле он может либо погружаться в свои постоянные отношения, либо могут здесь стабилизироваться отношения вот с жезловой королевой, которая себя начала проявлять, либо же давно проявляла. Ему хорошо, он прям, знаете, как будто в отпуске, да, карта солнышко. Где-то у него инфантильность, где-то у него эгоизм, кто-то просто уехал в отпуск, наслаждается ситуацией, наслаждается возможностью отдохнуть, и ему эта пауза между вами, честно говоря, на руку. Туз монет – это, как знаете, возможность со всех абсолютно какие-то бенефиты получить. И от вас, и от вот этой вот женской фигуры, которая здесь присутствует, да, здесь это есть. Поэтому ему вот это молчание даже на руку. И он, честно говоря, как-то не особо переживает. Я не вижу того, чтобы он сейчас как-то тревожился. А чего хотите вы? Давайте посмотрим.
Чего хотите вы? Чего хочет женщина? Чего хочет женщина? Вы, конечно, хотите возрождения отношений, чтобы все было по-вашему, да, ситуация в ваших руках. Причем, вы знаете, карта «Страшный суд» — это очень часто карта перемен, да, то есть мы возобновляем наши отношения, и все будет по-новому, все будет с чистого листа. Я хочу, чтобы ты взяла ответственность. Вот я тебе буду говорить, как брать эту ответственность, как нужно делать, а ты, пожалуйста, будь тем самым императором. Будь тем мужчиной, который готов ухаживать, обеспечивать, нести ответственность, защищать, да, заботиться, то есть быть настоящим императором. А чего хочет он? Вы, конечно же, здесь ждете именно от него шагов, потому что здесь вот именно император, да, мужчина должен сделать вот эти вот шаги. С вашей стороны позволительно некая такая манипуляция, а с его стороны вот уже какие-то серьезные шаги. Это, конечно, ваш идеальный сценарий. А чего хочет он? Чего хочет он? Ой, он наблюдать хочет. Он хочет, знаете, очень аккуратно. Он бы и в треугольнике побыл. Он очень осторожно хочет действовать и дождаться такого момента, когда можно будет избежать разбора полетов. Он вообще абсолютно не хочет выяснения отношений. Шестерка мечей — это такое состояние, когда вот удалось избежать вот как раз-таки расставления точек над «и». Он с удовольствием примет формат треугольника. Он, судя по всему, не хочет, не готов он становиться императором. Ему вот треугольничек, четырехугольник у кого, ему это нормально. И ему самое главное, знаете, вот избежать каких-то порицаний, избежать момента, когда ему придется как раз-таки нести ответственность за то, что он делал, либо не делал. Ему важно, чтобы вот не быть вот этим императором, не возлагать на себя эту ответственность. А каковы, давайте посмотрим, наиболее благоприятные действия? Кто же здесь все-таки должен нарушить это молчание? С чьей стороны это должно случиться? С мужской, женской? Как нужно действовать? Давайте посмотрим. Паж жезлов. Здесь, знаете, мужчина, но с женской подачи. Потому что жезлы — это женская энергия, король — это мужчина. Здесь, знаете, действительно можно, вот по шуту, здесь действительно должно случиться как возобновление общения, но вы должны дать ему как будто бы какой-то шанс, какой-то намек для того, чтобы он смог вот именно активно себя проявить и почувствовать себя не как, знаете, проштрафившийся подросток, а вот именно как король, да, жезловый король, который действительно сумел совершить какой-то такой яркий поступок, ну уж как смог. Каждый, кто на что способен, тот так и делает. Но здесь важно дать ему почувствовать себя вот именно таким властным, могучим. Понятно, что вы его покорили, подчинили вы его себе, и вы его, безусловно, перемолчите, но важно подать ему такой знак, чтобы он сумел себя красиво проявить. А давайте посмотрим, вот если сейчас ничего не делать, то какие здесь перспективы? Кто же все-таки сделает этот шаг? Сделает ли он, либо, может быть, какие-то обстоятельства будут способствовать? Нет, зависшая ситуация. Зависшая ситуация и обстоятельства, которые ограничивают возможности действовать. Каждый друг за другом наблюдает, каждый друг за другом следит, и состояние, которое затягивается во что-то, это, конечно, выльется. Посмотрите, карта Луна. Причем руководить, рулить здесь будет женщина. Проблема в том, что тот момент, когда вы от него отдаляетесь, влияние другой женской фигуры, оно нарастает. И оно здесь будет усиливаться. И оно даже может привести к тому, что ваше с ним молчание, оно может вообще привести к тому, что вы совершенно по разные стороны баррикад. Да, в любом случае он будет при императрице. Просто важно стремиться, чтобы вот место этой императрицы не занял кто-то другой. Потому что, еще раз повторюсь, чем дальше вы от него,
тем сильнее нарастает влияние другой женской фигуры. Поэтому важно дать ему возможность проявить себя максимально красиво, чтобы он понял, что да, вы принимаете его условия тоже. Вы не только сумели его себе подчинить, а те правила игры, которые он хотел бы видеть, вы тоже готовы все-таки принять. Поэтому здесь, конечно, такая ситуация очень даже щекотливая. И все завязано на том, что здесь свято место пусто не бывает. Здесь вот эта вот женская фигура посторонняя, она все-таки есть, и ее влияние, оно будет нарастать. Чем вы дальше, тем она, собственно, ближе будет. Вот такой у нас первый вариант получился. Идем к двоечкам. Я благодарю всех за просмотр. Буду рада и благодарна всем за обратную связь. Идем ко второй позиции. Итак, двоечки, что у вас происходит вообще? Какие энергии, какие события, может быть? Так. Ну, я не могу сказать, что здесь прям абсолютная тишина. Здесь скорее у вас на личном фронте тишина, но продолжается взаимодействие либо по каким-то деловым рабочим вопросам, когда вы сотрудничаете, когда вы решаете вместе какие-то дела, либо когда вы связаны через третьих лиц. При этом здесь между вами мечевая королева, женская фигура, если человек женат. Причем здесь, знаете, десятка монет – это символ семьи. Здесь действительно могут отыгрываться либо рабочие отношения, когда вы коллеги, либо может отыгрываться то, что кто-то из вас не свободен. А может быть и так, могут обе ситуации отыграться. Но сам факт в том, что здесь как будто бы вот эта мечевая королева, она прям ухо востро держит и не позволяет вам, кроме делового общения, кроме каких-то вот совместных мероприятий таких деловых, она не позволяет вам общаться в том формате, в котором хотелось бы. Да, здесь совершенно четко пятерка жезлов, это соперничество, противостояние, некая такая борьба и так далее. Почему вы молчите? Ну, понятно, что здесь вот эта жезловая, мечевая, простите, королева, она не дремлет. Но почему молчите вы? Ой, а вам, честно сказать, прям даже на руку вот это молчание, потому что благодаря вот тому, что пауза у вас в личных отношениях с загаданным человеком, вы можете сосредоточить свои силы на чем-то другом, да, то есть ты пока поспи, ты пока посиди, а я пойду там другие дела поделаю. Это вам однозначно в плюс. Плюс здесь еще такой момент, туз мечей, это как ситуация, когда вот очевидны какие-то факты, да, и эта мечевая королева, она может быть одной из таких весомых, значимых причин, по которой вы не рискуете сейчас вот как-то вот активно о себе заявлять. Здесь действительно есть момент, когда вот эта вот мечевая королева, она прям контролирует данную ситуацию, и лучше к ней на глаза не попадаться, лучше к ней под руку не лезть. А почему он молчит? Почему он молчит? Как ушел к новым берегам. Здесь действительно вот эта вот королева мечей, она в большей степени даже как соперница отыгрывается. Когда он затевал это молчание, когда это молчание начиналось только, по восьмерке кубков ему действительно было больно и сложно оставлять все, что вас связывает. Но восьмерка кубков – это как движение, стремление к новым берегам. У кого-то здесь даже расстояние между вами, у кого-то здесь даже кто-то куда-то уехал. И вот эта разлука ваша, она сыграла решающую роль, когда все как будто рухнуло. Но здесь на смену былым чувствам пришли новые эмоции. Туз кубков – это эмоции, которые его просто вот буквально захлестнули. И это эмоции вот к этой мечевой королеве. Давайте посмотрим подробнее, что за эмоции-то, как так случилось. Да, совершенно верно.
Здесь как дистанция, да, карта звезда, она еще отыгрывается как дистанция, расстояние, охлаждение в чувствах и некий такой тупик. Двойка мечей – это как попытка разобраться в первую очередь в себе, разобраться в своих чувствах, потому что на самом деле королева мечей, она здесь важную роль сыграла, и ему важно разобраться вообще куда, в какую сторону, к вам или не к вам. Но выбор он до конца не сделал, он тоскует, он осознает момент вот этого эмоциональной привязанности, здесь правильнее будет сказать, эмоциональной тоски, поэтому он будет еще в себе разбираться. А чего, давайте посмотрим, чего хотите-то вы и он, чего хотите вы, как в идеале по-вашему. Вы хотели бы справиться с теми трудностями, которые выпали на вашу долю. Вы хотели бы от него признания в чувствах. Если он куда-то уехал, то вы готовы вот к нему прям поехать. Вы, на самом деле шестерка мечей – это как дорога, движение вперед. Вы готовы поехать за ним. Но в том случае, если он скажет вам о своих чувствах, вы хотели бы услышать от него признание в любви, вы хотели бы услышать от него признание в чувствах. Это действительно так. Причем, вы знаете, вот здесь у многих этот кубковый король, он может отыгрываться не только как сигнификатор того человека, на которого вы смотрите, он может символизировать другую мужскую фигуру. И с одной стороны вы понимаете, что да, вы хотели бы от него признания, с другой стороны вы понимаете, что осознаете, что на нем свет клином не сошелся. Я справлюсь, если ты мне не признаешься в чувствах, я встречу другого мужчину, либо же он уже есть у вас на горизонте, и я с удовольствием приму признание в любви от того, кто готов мне это признание озвучить. А чего хочет он? Давайте посмотрим. На кого вы смотрите, этот мужчина? Хочет перемен, но по стечению обстоятельств. Хочет перемен, хочет избавиться от всего, что этим переменам мешает. Ему нужны серьезные отношения. Причем, вы знаете, если человек находится в браке, если вы находитесь в официальных отношениях, то он не собирается свергать императора, он предоставит, он уступит императору его законное место. Если здесь треугольники без официальных статусов, то он готов прям вот всех отбить, да, от всех откреститься, отмахаться, отсечь всех и занять этот трон императора. Здесь в любом случае человек настроен на серьезность. Он хотел бы вот именно серьезных отношений, причем через какие-то судьбоносные перемены. Здесь ему нужно стечение обстоятельств для того, чтобы избавиться от всего, что мешает вам и построению серьезных отношений. Он настроен на серьезность. А давайте посмотрим, какие наиболее благоприятные будут действия, кто их должен совершить, вы, он, и что это должны быть за действия еще между вами. Какие были бы наиболее благоприятные, вот как стоит действовать. Тройка жезлов, продолжение начатого. Но здесь, знаете, нет, здесь женская энергия, здесь женщина должна указать путь, открыть дорогу, открыть эти ворота. Потому что на текущий момент, как некие ограничения, которые между вами, и снять эти ограничения может женщина. Прям вот знаете, как на основе того, что вас связывало, на основе того, что вас объединяло, нужно продолжить вот это движение вперед, развязать вот эти вот оковы, и в союз, здесь действительно семья нужна. Десятка кубков – это союз, который приведет к семье. А как будут развиваться события, если ничего не делать? Вот если не подавать вам сигналов, надежд, если вам не давать ему зеленый свет, как будут развиваться? Смерть. Вы знаете, если не давать ему сигналов, надежд, если его не направлять, здесь может все завершиться.
может завершиться для вас тяжелым уроком. И вы так и останетесь друг для друга непонятно кем, да, шестерка пентаклей, ну, вроде друзья, вроде там коллеги, сотрудники, но по двойке пентаклей здесь здравствуйте, здравствуйте, до свидания, да, тройка монет, это такое состояние, когда вы взаимодействуете, работаете, да, в какой-то компании, в каком-то союзе вместе, как-то вот с друзьями, может быть, связаны. Но если не дать ему руководство к действию в плане того, что все, давай, серьезность и семья, здесь действительно эта ситуация станет для вас сложным, тяжелым уроком, когда прошла некая трансформация, да, то есть здесь личные взаимоотношения, они будут прекращены и переведены в ранг таких дружеских, либо деловых. Видеться будете, общаться будете, но не в формате пары, не в формате такого вот любовного союза. Вот такая вторая позиция у нас. Такая позиция для двоечек. Я благодарю всех за просмотр. Буду рада и благодарна всем за обратную связь. Ездит салфетка по столу. Сейчас карты соберем. Так, идем к третьей позиции, к третьему варианту. Когда молчат оба, троечки. Ваш черед, ваша очередь, троечки. Что происходит между вами, между ним сейчас? Что вообще происходит? Какие энергии, какие, может быть, обстоятельства? Ой, здесь как страх брать ответственность. Мне и так нормально. Я не вижу того, чтобы кто-то страдал. Всем, в принципе, это комфортно. Вы сами по себе, он сам по себе. Здесь больше, здесь вот не про... Во всяком случае, я сейчас не вижу треугольников. Если первая, вторая позиция, здесь там могли отыгрываться там треугольники, то здесь девятка монет. Я сам по себе, ты сама по себе. И мне комфортно, и тебе комфортно. И страшно нарушить вот этот комфорт. Причем вы друг другу симпатичны, вы друг другу интересны, но как-то вот взять ответственность за то, что будет происходить дальше, как-то очень сложно, как-то очень страшно, потому что поодиночке всем хорошо, а вдруг вместе будет плохо. Почему молчите вы? Почему молчите вы? Чувства. Такое ощущение, что страшно испортить. Здесь действительно страх, здесь вы ему интересны, он вам интересен. И вот вы знаете, как говорят, лучшее враг хорошего, да, или не чини это, пока это не сломано. Вот здесь ходите как будто вокруг да около, он вам симпатичен, он вам интересен. И здесь на постоянной основе есть общение, но здесь скорее тоже вот работаете вместе, либо в компании как-то вместе взаимодействуете. И здесь страшно в какое-то другое русло все увести. То есть пока мы работаем вместе, либо пока дружим, вот общаемся в этом стабильном формате, все хорошо. А вдруг я начну что-то там, нарушу эту тишину, да, нарушу это молчание, и будет все плохо. Здесь страшно, здесь тревожно. А он почему молчит? Он почему молчит? Он бежит от своих чувств, потому что были вот эти страхи, они неспроста взялись, были какие-то не самые лучшие воспоминания, да, с одной стороны это приятные воспоминания, с другой стороны ситуация была для него своего рода уроком, сложным. И здесь у многих могут отыгрываться такие моменты, когда человек, находясь сейчас в статусе одиночки, не отпустил до конца какие-то былые чувства, былые эмоции. Я не могу сказать, что ему дорог какой-то человек другой, да, хотя Паш Кубков, он может, да, на это указывать, на то, что сохранились чувства к кому-то. Но здесь действительно какие-то моменты из прошлого, которые человек хочет сначала окончательно отпустить, а потом уже идти во что-то новое. И это на самом деле здоровая такая позиция, правильная позиция, потому что клин клином вышибать – это не самый лучший вариант, не самый удачный опыт. Поэтому здесь, собственно, вы боитесь испортить то, что есть, а он, собственно, боится, когда одно на другое наложится и получится винегрет.
Давайте посмотрим, чего хотите вы в первую очередь. Чего хотите, как вы хотите, чтобы было. Честно говоря, да, вы бы хотели признания от него, вы бы хотели, чтобы мужчина сделал шаг, признался в своих чувствах, в своих эмоциях. Но вот тот момент, когда вот это сладостное томление и стреляние глазами, и вот эти вот прям, знаете, дворцовые страсти такие, они, с одной стороны, даже вот вас в атмосферу романтики погружают. И вам вполне привычно. Вы даже не представляете, как вы будете себя вести во взаимоотношениях. Вот так, как есть, вроде бы и все хорошо. Пусть он признается, а там я уже подумаю, что я буду делать. Потому что такое ощущение, что вот если все будет разворачиваться активно, вы даже не представляете, что вы будете с этим делать. Поэтому вот как есть, так и хорошо. А что хочет он? Что хочет он? Как вообще хочет, чтобы было? Как интересно. Я не сдамся без боя называется. Ну, во-первых, обязательно приоритетно для него сохранить с вами деловые, рабочие, либо дружеские отношения, да, вот те, в которых вы состоите. И здесь, конечно, такой момент, когда у человека присутствует вот этот соревновательный дух, да, вот этот вот азарт. И вот как вас, с одной стороны, вот эта вот романтика, она даже подстегивает, заводит. И то же самое его, вот эта вот неопределенность, недосказанность, она его даже зажигает, нужно сказать. А чего он вообще хочет-то от ваших отношений? Так и будете, что ли, работать и зажигать друг друга? Чего он вообще в идеале хочет? Вы знаете, такое ощущение, что ему необходим соперник. Вот пятерка жезлов, король жезлов. Такое чувство, что он ждет определенного момента, когда он сможет с кем-то поконкурировать и одержать эту битву. Ему нужно, посмотрите, семерка монет, прям вот завоевать этот плод, да, чтобы не просто яблоко ему на голову свалилось, а чтобы он карабкался по этой яблоне, за этим яблоком 3 дня и 3 ночи, причем наломал дров каких-то. Да, здесь действительно, во-первых, ну, сложный товарищ, у вас непростой товарищ. Во-первых, действительно отголоски прошлого есть. Это первый момент. Второй момент, здесь ему нужен вот этот вот соревновательный дух, соревновательный момент, и он никуда не спешит. Вот будет это длиться еще там год, 2 года, да и пусть длится, он никуда не торопится вообще. Ему на самом деле посредством того, что вот он будет с кем-то соревноваться, он скорее залечит свои былые вот эти раны, травмы, потому что, скорее всего, в прошлом вот этом поединке, состязании, да, вот в этих прошлых отношениях, он потерпел, скорее всего, поражение, поэтому здесь это как реванш, это как возможность реабилитироваться, да, то есть я покажу, что я круче, что я лучше, и очень даже здорово для него, ему нужен соперник, конкурент, перед которым он смог бы показать, что вот я лучше. Давайте посмотрим, какой вариант будет наиболее благоприятным. Кто тут что должен сделать, вы или он? Вы или он? Как это? Так, но здесь будет стечение обстоятельств, здесь не вы, не он. Здесь на самом деле должны вот именно появиться третьи лица, соперники. До того момента, как соперники появятся, здесь важно выдерживать автономность. Вы сами по себе, он сам по себе. И прям, знаете, колесо фортуны. Здесь вот как он хочет, так и будет. У него появится вот этот соперник. И появление вот этого соперника позволит ему проявить себя во всей красе и, собственно, позволит вам заметить в нем те качества, которые вам нужны, ну и, собственно, выйти вашим отношениям на какой-то вот новый уровень и промолвить друг для друга эти важные слова, нарушить эту тишину. А как все-таки все будет развиваться? Вот это наиболее благоприятный вариант. А все-таки перспективы, если как-то вот ничего не делать, вот сейчас отпустить, как это все будет? Жезлов, солнышко. Нет, развитие здесь будет однозначно. Но здесь в идеале, конечно, дождаться какого-то, вы знаете, внешнего врага.
потому что без внешнего врага вам сложно будет друг с другом договориться. Вам обязательно нужен какой-то помощник в виде соперника для вашего загаданного человека. Да, действительно. И он появится, просто здесь вопрос в сроках. А вообще скоро хоть появится-то? Скоро это все? Скоро. Не очень скоро, поэтому не торопитесь. Здесь, вы знаете, здесь с женской фигуры может все начаться. Женщина может выйти фигурой соперницы. И пока вы его ждете, здесь может на самом деле какой-то, знаете, вот действительно поворот событий случится, который уже развеет все вот эти вот желания и стремления во что-то с этим человеком идти. Вам уже будет не нужно, вам уже будет неинтересно, да, то есть я перехотела, я перекипела. Так, а что лучше сейчас делать вам? Ладно, что лучше, как вам занять, какую позицию, если такой здесь винегрет получается? Но здесь действительно лучше подождать каких-то обстоятельств, но все-таки симпатию лучше выражать. Симпатию, заинтересованность друг в друге. Лучше подогревать эти чувства для того, чтобы они, собственно, не угасли. И очень многое зависит здесь от вас, от женщины, для того, чтобы все в дальнейшем сложилось, чтобы он и не переключился на какого-то другого персонажа, и чтобы не перегорел вот этот интерес ни у вас, ни у него. Вот такая вот получилась третья у нас позиция. Благодарю троечек за просмотр. Буду рада и благодарна всем за обратную связь. Вот такие получились у нас расклады. В комментариях можно оставить свой отзыв о том, как у вас отыгрался общий расклад, либо же написать темы, на которые вы хотели бы видеть дальнейшие общие расклады. Я всех еще раз благодарю. Всего доброго. До встречи с вами в новых видео.